Все прилипло. Ни хрена не выходит, блин. Смотрите, чем я, блин. Я снимаю вот этим все. Это, блин, просто жесть. Что ты там подсматриваешь? И так не получается. Короче, без этой штуки там нефиг делать. Это, блин, я не знаю, что это такое. Всем привет. У нас сегодня тема тормозов. Вот. Ну, опять у нас Opel и опять же Zafira. Но это не важно. Вот. Что такая фигня может случиться на каждой машине. Значит, педаль твердая. Бывает, погазуешь, ну, нюансов миллион. Получается, на ней она всегда твердая. Вот. На тормоза надо чуть не становиться на педаль. Бывает такое, что погазуешь, ну, это я рассказываю не на ней, а вот на других машинах, либо на ней, на таких же, но только, как это, причины, так сказать. Погазуешь, вроде педаль мягкая, 2-3 раза нажал, она опять твердая. Так что бывает в экстренной ситуации, если там раз-два нажал и приходится на третий раз там нажать, то их уже не будет. Это утечка вакуумной системы, либо это пробита мембрана на баллоне, на ресивере, либо это просто в шлангах дырочки. Вот. Ну здесь получается вообще нет. Значит, с чего я начну? Вот. Для начала нужно проверить вакуумный насос. Вот. Ну, это, в принципе, просто. Ну, конкретно 100% я не знаю, какое у него должно быть там усилие по вакууму. Ну, я так понимаю, ну, вакуум есть вакуум. Там 0,6, 0,5. Вот. Ну, опять же, заводим машину, прислоняем сюда палец. Вот, и он должен засасывать палец. Редко выходят из строя насосы, но бывает. Вот. Здесь пока я не знаю, но скорее, возможно и он. Вот. Потом причины еще. Это в шлангах много трещин, конкретных таких вот трещин. Вот. Проверять трубку вот эту. Вот. Как я буду выходить пока из ситуации. Вот. И видите, я уже проклеил просто суперклеем. Потом еще раз пройдусь суперклеем и обмотаю изолентой. Но это пока. Потом будем эти трубки менять. Потом проверить обратный клапан. Он в одну сторону должен тянуться, туда он должен не пропускает. Значит, на себя втягиваешь, он держит, туда он не дуется. Потом резиночка вот там на баллоне, тоже, которая вставляется по трубке, тоже там ее проверить, чтобы она трещин не было, ничего. Вот. Ну и самое такое важное именно для этих машин, сколько я уже раз делал это под цилиндром. Тормозным, главным тормозным, под цилиндром, есть резиновое кольцо. Вот, и оно там начинает дубенеть, там ржавчина появляется, и оно там сгнивает. Ну, рассыпается. Вот. Так что вот такие причины могут быть. Ну, начинаем, естественно, с вакуумного насоса, заводим машину, палец должно всасывать. Вот, я уже это проверил, здесь тянет, ну как-то слабовато, но тянет. Ну пока я его менять не буду. Вот, он есть, я его, если нужно, поменяю. Прокладка тоже есть под него, это тоже сделаю. Вот, потом я дунул просто сюда воздухом, пистолет засунул. Вот, и увидел, здесь я помочил водой просто, и увидел пузырьки. Вот, смотрите, вот здесь большая трещина. Может, оно не будет видно. Короче, вот здесь конкретно и здесь много. Но это я уже залил, плохо видно. Много трещин. Вот. Но я проверил только вот эту часть до клапана. Значит, получается, клапан не продувается. Он держит. Туда не дуется. Но вот здесь пошли пузырьки. Значит, я сейчас проклею и я немножко обмотаю изолентой. Это пока на время. Потом, я же говорю, поменяю их. Вот эти трубки куплю, нагрею. Поставлю их и еще раз нагрею, согну вот как, ну, приблизительно как надо. Но это пока все для проверки. Вот, сначала сделаю это, потом буду сниму я вот это, уже открутил. Вот, сниму топливный фильтр, здесь он уже не оригинальный, здесь уже стоит
простой фольксвагеновский поставили его, но неважно. Значит, сниму полностью кронштейн, чтобы добраться вот сюда. До этого. Ну и буду раскручивать там главный тормозной цилиндр. Ладно. Вова будет подснимать, а я буду крутить, может что-то рассказывать. Вон, смотрите, сколько микротрещин маленьких, видите, много. Я вот так немножко их обмажу, чуть-чуть, и потом изолентой, вот так, ее немножко еще так растяну, клей этот, потому что она все равно, если просто изолентой, она отклеится, а на клею она будет пока еще держаться. Вот. Потом это все поменяется обязательно. Вот. Ну вот так вот я и обмотаю ее. Тормоза зверь. Да, и тормоза сейчас найдем. Будут. Еще причина такая, что бывает даже задние суппорта, когда плохо работают, тоже тормоза плохие. Но здесь пока как бы причина именно вакуума, что нету мягкости педали, она просто коловая. Вот если помните, на Жигулях была безвакуумная система, без баллона. И вот там, блин, не нажать было педаль. Но она еще как-то тормозила. Ну, здесь-то машина потяжелее. Ну, вы же понимаете, что все зависит от клиента. Вот, это я делаю на данный момент пока вот так, потому что у меня нету трубки. Была бы у меня сразу трубка, конечно, я бы делал бы сразу. А так это ж только сделай, лишь бы они появились. И он, скорее всего, будет ездить пока опять что-то не произойдет. Так. Ну, пока я его сюда положу, потом сейчас отверточкой немножко поддену там. Аккуратно, чтобы еще не сломать надо. Потому что все старое, сухое. Вот, смотрите, достал эту всю трубку. Вот. И что я сразу увидел, это вот. Видите, какая, видно, да? Большая трещина. Вот она. И их тут по кругу прям много. Ну и как и здесь они были тоже. Вот. Ну, не знаю, сейчас попробую обрезать и нагреть ее. Вот, еще здесь, вы видите, много ржавчины. Здесь много ржавчины, вот много ржавчины. Вот, это значит, что уже в ресивере, в энергоаккумуляторе, там в баллоне, уже там ржавчина присутствует. Сейчас попробую немножко обрезать, нагреть, одеть. Вот. Ну и все-таки для страховки перемотаю изолентой. Все равно, я же говорю, обязательно их нужно, обязательно менять. Так, все, вот получилось сделать. Вот. Нагрел. Ну, получается, что немножко, вот видите, угол какой. Ну, вот так сделаю. Вот. Все будет нормально. И все-таки обратный клапан плохо держит. Он должен крепко держать, а он уже пропускает все равно. Мембрана, видно, уже плохая там. Ну, опять же, пока машина будет работать, будет все хорошо. Будет он тоже работать. Ну, он же для того, чтобы когда заглушили машину, чтобы еще оставался, держал вакуум. Вот, чтобы еще были там тормоза на несколько качков, там 3-4, у кого как, смотря от размера баллона. Ну, здесь пока, значит, это все проверочное делаю я так. Вот. Естественно, рекомендации будут и все это менять и делать как положено. Вот. Сюда надо будет эту трубку, они есть, они существуют. Можно поставить эти
есть синие воздушные трубки. Вот. Есть такая же черная, есть даже топливные трубки такие же черные. Эти все изгибы, возможно это все сделать, нагреваешь, и все это также можно сделать. Короче, очень внимательно уделяйте внимание вот этой, именно трубке вот этой. Так что, вот, сейчас вмажу немножко здесь смазкой. И она туда зайдет. Резинку-то я посмотрел, она хорошая, которая там вот в нее уходит. Ну так, слегонца мажу. Вот, и она нормально туда зайдет. Ой, так, ладно, смотрите еще, чтобы уже как бы конкретно проверить. Вакуума у меня, ну, есть вакуумометр, но хотя можно попробовать. Ну, не у каждого же он есть, понимаете. Я просто хочу показать, как это сделать без него. Вот. Значит, что? Просто взял шланг. Сейчас, что он там, 8. Ну, короче, да, 8 на 16,5 его диаметр, видите. 8 на 16,5. Ну, это толщина. Ну, короче, такой, чтобы влазил в эту резиночку сюда. Плотно, чтобы заходил. Вот. Если конкретная будет там какая-то дырка, либо что-то где-то, либо по его стыку, по шву будет где-то пробита, либо сама мембрана пробита, либо с-под цилиндра, с-под этой резиночки, как я уже говорил. Вот, значит, вы можете даже потянуть просто на себя ртом. Неудобно, конечно, хрюкать будете, но чувствуется, что есть, ну, шипит. Где-то он шипит. Вот, он шипит, но он еще пока что-то будет держать. Вот. Второй вариант — дать давление. Вот. Единственное, что давать давление очень сильно нельзя. Вот. Нужно вот потихоньку, чуть-чуть. Вот, я немножко даю его и вот держу. Я слышу, что он шипит. Вот, мне слышно, вы навряд ли услышите. Вот, но в итоге, если я чуть-чуть больше дам его, вот, и он шипит, 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 а потом я выдергиваю, и здесь еще что-то остается. Вот. Пока машина будет работать, будут более-менее нормальные тормоза, но все равно его нужно менять. Вот. Если он, он здесь гнилой, вот здесь прям, я слышу, что он здесь по шву шипит, вот, так что его придется менять. О, смотрите, уже стала педаль все равно, видите, она мягкая, я на нее не давлю, вот, чувствуется, что есть вакуум. Вот. Но он слабый, очень-очень даже слабый. Вот даже когда я погазую, она вообще мягкая становится. Короче, свершилось чудо. Как всегда, пришлось уговаривать человека, что надо тебе сделать тормоза. Ну, короче, это всегда так. Я должен им говорить, что они нужны. В итоге можно сказать, что я его заставил. Значит, он купил какой-то там тормозухи, неважно. Вот, потом все-таки купил он эту трубку, правда не такую. Вот. Вот как я и показывал, да, например, смотрите. Это дуется и туда, и сюда. Не держит. Вот это на себя тяну, туда дую. На себя не тянется. Вот, значит, клапанок рабочий. Значит, буду как-то греть трубочку эту, гнуть. Вот этот быстросъем, он такой, как нам надо. Вот он. И здесь же такой же. Вот, просто здесь это уже обломано все. Вот, ну, здесь подогнут. Вот так он должен стоять. Вот. Здесь мы попробуем как бы так оставить. Похожий изгибчик такой уже. Приблизительно так отрежу сразу. Буду его оставить. Ну, короче, сделаю из вот этой такую.
постараюсь. Есть это. Потом вакуумный насос. Есть. И вот этот, так сказать, баллон. Как он правильно называется, я уже не помню. Вот, тоже. Да, вакуумный усилитель тормозов. Значит, что? Понятно, что вы там напишите, скажете, поменял все, типа, и тут неизвестно в чем причина, как бы все заработать должно, да? Вот. Ну, в итоге-то я проверил все по очереди. Значит, что получилось? Я потом покажу, когда разберу там, я покажу, что зачем произошло. Да даже можно и рассказать сейчас. Короче, первая причина была что? Лопнула трубка. Раз. Подсос был воздуха конкретный. Возможно, где-то какой-то там пыли сосало. Все. А он-то засасывает. Значит, вакуумный насос внутри сожрал. Я уверен. Лопатки там будут, стенки сожраны. Он слабо качал. Ну, качает тот. Потом, здесь он же стоит под жабо, да, таким, где-то какая-то вода, ржавчина. Ну, короче, даже опять же, что говорить, у кого зафира, тот знает, что вот здесь низ его, вот, во-первых, вот эти вот подтеки, вот здесь, это все всегда краска здесь слазит, он ржавый. И у кого зафира, он вот так вот ржавый полностью. И вот этот низ, юбка, она сгнивает, вот это все отваливается. Вот. Ну, опять же, в каких условиях машина была, но это 90% что так. Так я сниму тот и покажу тогда. И вот оно все одно за одно. Первым сломалась трубка. Потом слабее стал качать вакуумный насос. И появилась ржавчина. Начал пропускать, я уверен, что вот здесь начало пропускать. Вот я этот уже разобрал. Вот. Вот это кольцо резиновое. Вот здесь там будет большой-большой налет вот такой на том цилиндре. И вот здесь будет ржавчина. И вот подсасывало воздух и сюда 100%. Вот видите, даже от тормозухи и этот начинает уже. Вот. А тот в 10 раз хуже. И тот еще сгнил по низу. Значит, все покажу. Потому что, чтобы потом не было такого, что все поменял, конечно, все заработало. Нет. Оно все накрылось по очереди, но вместе. Если бы это поменять сразу первую трубку, когда она накрылась, то это бы еще до сих пор выходило. Так что вот так. О, видите, что с цилиндром, как резинку раздуло. Ну как здесь не могло быть подсоса? Вот, тут дыра была. Все вот здесь. Это уже алюминий выело. Да, там уже все посыпалось. Я его еле оторвал отсюда, потому что прилип. Вон там, смотрите, что творится. Короче, процесс не из приятных. Конечно, все это разбирать. Да еще же нужно с подпедалей это все открутить. Вот, так что я еще удивился, как вот эта длинная трубочка открутилась. Штуцер там гнилая такая. Ну, все пошло. Что? Сейчас. Тут даже уже резины нету. Ну как здесь могло не подсасывать воздух? Вот. Все. Вот это вот. Ой, блин, глаза. Как говорят, болезнь зафиры. Но это болезнь не только зафиры. Вот. Ну, у зафиры это очень часто. Вот, видите, как тут яма. Здесь это кольцо, в принципе, не могло здесь ничего держать. Вот и есть причины. Ну и там еще покажу, сейчас сниму, как вакуум этот сниму, баллон. Короче, ну его вот туда. Я это уже делал, но здесь просто все гнилое, все заржавело. Ничего не откручивается, ничего не снимается. Вот. А снять надо еще вот эти все кронштейны, отодвинуть блок АБС, чтобы его вытянуть. Потому что никак. Тут даже болты на шляпках позагнивали. Просто не уцепиться, ничего.
Все прилипло. Ни хрена не выходит, блин. Смотрите, чем я, блин. Я снимаю вот этим все. Это, блин, просто жесть. Что ты там подсматриваешь? И так не получается. Короче, без этой штуки там нефиг делать. Это, блин, я не знаю, что это такое. Короче, блок АБС я не смог снять. Там пришлось отогнуть кронштейн. И вы смотрите, там какое все гнилющее. Ой-ой-ой. Вообще жесть, короче. Вот. Ну ладно, это хрен с ним. Отогнул, загну и все будет нормально. Так, не знаю, будет видно или нет. Смотрите, как вовнутрь его. Сколько там ржавчины. Не видно? Угу. Вот. Короче, и вот о чем я говорил. Вот, видите? Вот он раскрылся, и даже если я его... О, смотрите, он... Вот мембрана резиновая. О. Я его нажимаю, видите? И вот он уже все. Вот отсюда херячил воздух. Вот. Короче, если посмотреть на тот... Будет видно или нет, не знаю. Вот. Вовнутрь этого, смотрите, какой чистый здесь цилиндр, да? Вот. И резиночка торчит хорошо. Вот. И какой он там, видите, чистенький. Видно там беленький, да? Вот. А какой здесь? Черный, ну, ржавый. Так вот, это... Вся проблема плохих тормозов. Да. Вот это как бы самое главное. И это на данный момент в 90% Зафир, я уверен. Пишите, что хотите. Но я знаю точно, что у них плохие тормоза. Вот. Ну, когда это делаешь, лбы во всех синие обрули. Потому что реально тормоза появляются, как должны быть. Так что следите за своими тормозами. Ладно, сейчас соберем все на место. Не знаю, когда это будет, но соберем. Вот. Ну и покажем результат. Вот. Смотрите, дальше. Не выключайтесь. Значит, еще что? Дополнение. Бывает еще, даже, ну, как бы редко, но бывает, шипит под ногами. Нажимаете на тормоз, и он есть такой шип. Значит, смотрите, вот здесь стоит сальник, вот пружинка его, да. Вот видите, уже смазка очень сухая. Здесь вот этот шток пластика, он должен быть помазан. Он ходит, видите, вот, ходит. И вот этот вот, это сальник. Бывает пружиночка эта сгнивает, вот смазка когда уходит отсюда, ну, стирается, высыхает. Короче, пропускает этот сальник, тоже будут плохие тормоза и будут шипеть под педаль. Вот. При нажатии на тормоз сразу такой звук, его прям слышно в салоне будет. Вот этот сальник может тоже пропускать. Ну, как бы честно сказать, на Зафирах я еще не встречал это, на других машинах встречал. Вот. Ну, чем старше машина, тем естественно. Тут еще даже какая-то есть смазочка, видите. Она даже такая вот уже, она подсохшая. Вот. Ну, я сейчас это все протру, здесь помажу. Вот, и закрою вот этим колпачком потом вот это все дело. Вот. Так что, много нюансов, которые... мало кто знает. Ладно, короче, мы его туда впендюрили. Вот, собираю уже здесь коробочки эти, проводочку тут. Все это. Вот, конечно, блин, ну, конечно, процесс такой нехороший. Ну, нужно еще все проверять, чтобы все поставить, нигде ничего не прозевать. Так что аккуратно. Ну, пока все получается, все по плану. Короче, я думаю, как всегда, все получится, все нормально. Ладно, все, мы заканчиваем на сегодня.
Завтра продолжим, потому что уже сегодня устали очень. Все, пока.